Привет, друзья! Вы на канале Свистич. Меня зовут Ирина. Это канал о рукоделии и вышивке крестом. Лето в самом разгаре. Особенно рукоделить и вышивать не хочется, потому что столько всего хочется сделать за это лето. И искупаться на озере, и посмотреть открытие Олимпиады. Но, тем не менее, нашлось немного времени для рукоделия. Я навела порядок в своей рукодельной комнате. Я вам это покажу. Я сделала один очень интересный проект, новое для меня что-то. И, естественно, я немножко вышивала, потому что вышивать особо по такой жаре неохота. Кому интересно, оставайтесь и приятного просмотра. Кое веки навела порядок на моем рабочем столе и так, что аж решила вам похвастаться своей организацией. Ну, вот эта кучка, понятно, это там мои попытки заниматься пэтчворком. Здесь коробочки, но они не просто так коробочки, потому что я коробочка сама по себе, а они со всех разных... с разными целями, так скажем, эти коробочки. Эта коробочка у меня поломанная уже, к сожалению, надо ее переделать. Здесь я храню все мои нитки. Это полиэстеровые блестящие нитки. Что-то я хотела с ними делать, и так и ничего не сделала, вот они там и лежат. Дальше. Здесь у меня коробочка, в них хранятся вот такие прищепочки. Прищепывать вместо иголочек. Так. Здесь у меня хранятся штуки. Здесь у меня хранятся все такие игольнички, ножнички, мусорнички. Это, я не знаю, вот иголки от Джон Джеймс, которые я еще даже не пробовала. Это у меня новогодние сережки, которые я хотела в итоге года снимать и нацепить, но нацепила их, это было ужасно. Короче говоря, они вот здесь так и лежат, ждут чего-нибудь. Это у меня игольничка, это у меня ножнички, это у меня ножнички, это у меня мусорничка, как-то такую мусорничку мы делали в Инстаграме, я не помню, кто-то. Вот так она делается. Пиу. Ну, я ее не высыпала. Вот таким образом. Ну, когда организовываю очередной процесс, я там себе это все... иголки с Алиэкспресс, вот эти ужасные, которыми я себе попрокалывала пальцы. И игольничка, которую я делала, я вам показывала, с розочками. Такая игольничка, вот такая игольничка и вот такая мусорничка. Так. Крем для глаз был. И очень даже пригодился, стал мусорничкой. Ну, что я могу сказать? Вот из этих всех, вот этими игольницами я очень пользуюсь. Они мне как-то очень подходят. Мусорничками тоже я пользуюсь. Но в основном я мусорничкой. Вот эта она маленькая, компактная, в любую коробочку влазит. Это покрупнее, она не очень как-то мне она нравится. Вот эта книжечка, игольничка, это я делала, помню, на море я ее делала, вышивала. Она очень красивая, она мне нравится, цвета здесь такие классные, подобранные. И этот самый, ну, я ей, честно говоря, не пользуюсь, как-то она мне не зашла, я не знаю. В дороге, да, я пользовалась, а вот так дома я предпочитаю вот такие вот ткнуть и готовы. Так, дальше что? Поехали. Дальше. Это я делала, если вы помните, на День Валентина. Вот такие свечки из Икеи с запахом свежего яблока. Я их очень люблю и очень часто покупаю. И потом мне жалко выбрасывать эти банки, оставшиеся от свечи. И я ее приспособила вот здесь, когда вот делаю что-нибудь, шью, обрезки какие-то меленькие, я как мусорничку ее тоже использую. Вот эту коробочку я вам уже показывала, я как-то купила ее в секонд-хенде. И всю собираю сюда
уже пылью прибилась. Все собираюсь сюда вышить что-нибудь. Я там присмотрела, в Джаснене есть прям такое сердечко, как сюда и создано. Она очень красивая. О, смотрите, кто тут сидит у нас. Вот. Хочу сделать себе такую, еще не знаю, для чего она мне будет служить, потому что у меня какая-то фишка, если коробочки, они должны быть для чего-то. Так, дальше у меня коробочка, которую вы тоже уже видели. Здесь я храню пуговицы всякие разные. Ой, извиняйте, качнула вас. Вот такие штучки, волшебная страна, магнитный триммач для голок. Вот такие у меня пуговички классные есть. Just Another Button Company. Ну, это я покупала какие-то, а там еще докинула какие-то свои. Ну, не помню я, короче, откуда они, эти все пуговички. Shepherd's Bush Button. Ну, его вот здесь уже нету. Я его уже пришила по ходу. Это те пуговицы, которые я делала сама, так они и валяются. Ну и всякие разные пуговички. Здесь вот такие у меня коровки есть, вот такие сердечки у меня есть. А вот это был подарочек, я помню. В общем, барахло всякое. Такие прищепочки прикольные. Смотрите, класс. Так. Вот так, здесь у меня пуговицы. Вот так вот, с такой красивой бабочкой. И самая большая коробка от из Икеи с этим, от Shepherd's Bush. Ой, божечки, ну что ж такое? У меня штатив колышется ветром. Здесь я храню морковки. Что тут еще есть? Вот у меня коник. У меня такая. Ну, всякие такие украшения. Вот эти снежинки, которые я на Новый год вешаю. Вот для этого она у меня красивая коробка для красивых вещей, скажем так. Что я сейчас помну все свои красивые вещи, и потом их снова надо будет крахмалить. Вот. Ну, все это вы видели, все эти морковочки вы знаете. Я их обожаю, они очень красивые. Сама я их оформляла. Класс. А вот эту курицу, мне кажется, мы тоже в Инстаграме ее шили. Какой-то был проект. Не скажу, кто ввел этот проект. Смотрите, вот этот подсолнух, какой классный, с вороной. Ну все, залипла. Начала перебирать и залипла. Что у меня тут еще есть? У меня вот такие красивые колокольчики есть от Милхила. И вот такой бант новогодний. Я его вешаю, но он что-то мне не очень нравится, потому что он какой-то мрачновастенький. Это делала я яйцо, но оно мне не нравится, я его не вешаю никогда, потому что оно какое-то грубое, неподходящую ткань сюда взяла. Надо его переделать. Вот такие сокровища в этой коробке. Что дальше у меня здесь есть? Поехали дальше. Здесь потемнее, но ничего видно. Так, клей ПВА, подкрахмаливающее средство, очень удобное, я им всегда пользуюсь, оно подлюка дорогое, но на его надолго, в принципе, хватает. Ну, потому что я же там не глажу рубашки каждый день, поэтому этого мне хватает. А это кусочки, отрезки всякие разные, маленькие, вот остаются, как это называется, флизелин, утеплитель, кусочки льна, равномерки. Вот кучка могучая. И здесь всякие разные
документы, ну, то, что очень важное мне. А вот эту штуку там мне что-то присылали, я не помню, и я сюда складываю, знаете, иглы, либо они поломанные, либо они испорченные. Я их потом вот сюда все сложу, и чтобы там не пораниться, их потом выбрасываю вот в таком конвертике. А это газета и это бумажка, это не мусор, это очередной проект. Я там в Инстаграме, как обычно, надыбала одну вещь. Если у меня все получится, я вам, конечно, покажу. Ну и коврик для кройки, линейка сантиметр, маркер залаживающий, ну, исчезающий от тепла, ножницы. Здесь в столе у меня тоже всего навалено. Под столом у меня швейная машина стоит. И на обратной стороне, вот здесь у меня находится гладильная доска с утюгом. Вот там готовые работы, которые ждут оформления. И вот я сейчас займусь моим новым проектом и посмотрим, что у меня получится. Вот такой рабочий уголок. Смотрите, тут мужчина выкладывает вот таким образом камушки, видите как, чтобы они не падали. Вон он стесняется, не хочет, чтобы его видели. А так люди развлекаются, как могут. Вот целая башня. Надо сказать, что это очень холодная вода там. Тут постоять, сложить еще такую пирамидку. Довольно-таки холодно. Убежал. Делаю вафли с морковкой по вот этому рецепту, который я делала с яблоками. Можете в мои рецепты зайти, мои любимые рецепты посмотреть. Только вместо яблока я положила морковку. Одну большую такую крупную морковь. Смотрите, какие они огромные вышли вообще. С яблоками такие толстые не выходят, смотрите. И это морковка там внутри. Сейчас попробуем, какое она получилась. Горячие еще. Такие желтенькие. Вкусные. Так что, если хотите, попробуйте с морковкой еще. И вот готов мой проект, о котором я вам говорила. Вот такая вот сумочка. Сумочка с секретом. В этой сумочке вы можете хранить все, что вам заблагорассудится. Вот, допустим, такой швейный набор. Если вы куда-то идете и вам требуется, как мне, например, я хожу в Казансиане, дом престарелых, там я шью, и мне это надо. И вот так у вас практически готовое рабочее место. И это еще не все. Вы можете сюда положить не только швейный набор, даже более как бы в нашу тему положить вышивальный набор. И который тут, извиняюсь, качаю вас немного. Надеюсь, не укачала. Вот такая элегантная. Расстегнулась. Упс. Какой конфуз. Такая сумочка. Вообще-то эта сумочка, такие сумочки я увидела в Инстаграме. Там есть, я подписана на одну из Испании швею. Она там всякие разные советы хорошие дает. И у нее была такая сумочка. И там было написано, ну как я на испанском не говорю, не читаю. Но там же, как в Инстаграме, вы знаете, можно перевести
И она написала, кто желает там купить выкройку и всякое такое, напишите си, то есть да, в комментариях. Написала, я подождала недельку, ничего мне не ответили. И, короче говоря, я сама там разрабатывала это выкройка. Она такая немножко косячная у меня вышла. Здесь надо еще подработать. И там они предлагают использовать эту сумочку как носить обеды. Там внутри контейнер, ложка, вилка и такое самое, всякое такое. Ну, так как я вышивальщица, естественно, я приспособила к этому делу. И вот так вы можете сюда положить свой органайзер. Мне чем удобно, потому что у меня вот здесь, как видите, иглы, они торчат. И когда здесь они, конечно, не приминаются. И все сложить, что вам потребуется для вышивки. Вот игольничка, такая игольничка, ножнички, распариватель. И даже вот у меня сюда вмещается норге какое-то номер 4. А троечка вообще даже не будет высовываться. Так что вот такая у меня сумочка образовалась. Вообще-то эта сумочка шилась на подарок. Как я уже сказала, я хожу в дом престарелых и шью там сумки, ну типа шоперы, знаете, такие. Может, удастся мне снять. Вставлю вам, если получится. И там мне одна тетенька помогает все время. Она выворачивает вот эти ручки, когда я шью. Она там обрезает ниточки. Ну, короче говоря, помощница моя. И она как-то за то, что я помогаю, мне положена сумка. А этот их аниматор, ну, вот эта женщина, которая работает там, говорит, нет, эти сумки предназначены для того, чтобы мы будем делать выставку и будем продавать эти сумки. И мне захотелось сделать этой женщине приятно, и я ей сшила вот такую сумочку. А теперь смотрю, знаете, как вот тот дед, который корову продавал, буренку свою никому не отдам, типа такого. Такая корова нужна самому. Вот и я такая, мне сумочка мне нужна тоже. Вот как вам, скажите, понравилась такая идея сумочки? Это церковь. Ну, ничего тут сложного в этой сумочке совершенно нету, чтобы ее пошить. Так что я, может, пошью еще одну, только чуть-чуть мне надо переделать эту мою выкройку. Видите, здесь получается два цвета. Внутри флизелин такой плотный у меня. Здесь косая бейка, я просто купила косую бейку и обработала. Хотелось мне зелененькой косой бейкой обработать, но не было такого цвета. Здесь, видите, не просто зеленый, а такой какой-то салатненький. Тогда я взяла красную. И вот здесь вся фишка вот в складывании. Вот здесь надо было сложить каким-то таким образом. Но так как я же вам говорю, нитку надо обрезать. Я не смогла получить выкройку, купить выкройку. Я сама эту выкройку придумывала, разрабатывала. И вот здесь вот что-то я неправильно сделала. Она должна каким-то образом здесь расходиться. Вот здесь не прямая, вот как линия здесь сделана. Она должна быть вот еще немножко вот такая. И вот эти, они должны не смыкаться, они должны быть пошире. Ну, вот эти, что складываются, эти складки, как их назвать. Потому как у меня при складывании вот эта часть, она вот сгибается вот туда внутрь. Потому что вот здесь должно быть пошире. Ну, вот здесь что-то с этими. Я уже крутила, вертела. Ну, получилось вот так, как получилось. Вот здесь ручки пришиваются, косую бейку, как обычно, с одной стороны пристрочила, а с другой стороны потайным швом пришила. Ну, простейшая. Вот если бы была выкройка, это вообще для
самых начинающих можно шить и не париться. Ну, с выкройкой надо потрудиться еще. Ну, а видео, идея была вот такая. Вы берете контейнер с обедом, с вашим, вилку, нож, там, ложку, что вы едите, и несете свой обед с собой. Вот в такой красивой сумочке. Вуаля. И когда приходите уже, где там вы на работе обедаете, разложили, вот у вас уже все как положено. Ну, не красота. И красиво кушаем. Вот такая идея. Ну, пожалуй, хватит об этой сумочке. Ну, собственно, мне больше нечего вам показать, поэтому я вам так долго показываю эту сумочку. Ну, уж коль я притащила сюда этот мой Mill Hill, я вам могу показать, на каком я сейчас этапе с этой моей русалочкой. Вот такая русалка у меня должна получиться. И, как вы видите, я тут уже рыбу и руку вышила, рыбу почти вышила. Здесь осталось плечо, это остальное от русалки, и закончить хвост рыбой. Ну, я на данный момент очень просто на Аиде вышивать, очень легко, приятно, и сами знаете как. Яркие цвета, мне очень нравятся, очень красивые. Я когда увидела в отшиве эту русалочку, мне она так понравилась, думаю, мне надо. Зашла, начала смотреть и увидела еще лошадок. Лошадок вышила сначала, хотя хотела только русалочку покупать. Но купила и лошадок вышила уже, а русалочка вот на таком этапе. А сейчас покажу, как я оформила лошадок. Видите, сумочка может еще служить в качестве фотофона. И вот они, мои лошадки. Классно получилось, я вообще такая довольная. Заказала я эту рамку на сайте Temu. Ну, это что-то типа AliExpress, только здесь в Швейцарии она. И типа доставка быстрее. Ну, доставка мне заняла 2 недели, не знаю, насколько это быстро. Иногда из AliExpress за 2 недели доходит. Ну, во-первых, получилось идеально по размеру. Это какой-то нестандартный размер, 14 сантиметров на 19 сантиметров. Рамочки, эти фоторамочки 13 на 18, я даже одну купила в Икее, но она, естественно, не подошла, потому что, ну, сантиметр это как бы прилично съедает и, ну, некрасиво. А эта, мне кажется, подошла идеально и стоила 7 франков, в отличие от рамочки милхиловской, которая стоит $22. Да, и плюс доставка ж еще. И вот я очень рада, мне кажется, эта рамка вообще идеальна. Вот эти вот штучки, они как бы сочетаются с вот этим бисером. Ну, супер. Я вообще довольна, несказанно довольна этой рамкой. На обратной стороне вот так она даже неплохо сделана. Видите, как здесь такие типа бархатные штучки, чтобы не корябать там стенки. Можно подвесить, либо вот поставить. Я уже знаю, куда я ее подвешу. Еще не повесила, но повешу. Гвоздь надо забить. Тут такие стены, фиг забьешь, называется этот гвоздь. Ну, как вам? По-моему, классно получилось. Супер.
Я все-таки кое-что вышивала. Сейчас вам покажу немного, но есть кое-что. Я решила все усилия бросить на закончить наконец-то этот The Garden от Эми Бишоп. И вот я вот здесь вышила эту надпись, которая гласит Do everything, there is бла-бла-бла-бла-бла. Ну, я перевела типа всему своего времени. Каждому действию, каждому там какому-то этому делу свое время, свой сезон, так скажем. Ну, я так понимаю, если это речь идет о саде, каждому фрукту свой сезон, типа такого. Вот, вышивала вот эту надпись в одну ниточку. Здесь я делала французские узелки. Здесь надо было делать полистринокнот. Ну, я попробовала, мне не понравилось, как оно выглядело. Я сделала обыкновенные французские узелки. Здесь уже, как видите, ну, это ладевой стежок, понятное дело. Эти я вам показывала или не показывала, я уже не помню, честно говоря. По-моему, показывала я эти мережки, да. И пошла я уже сюда наверх. Здесь у меня вот это крестики, вот здесь хвост селедки, по-моему, называется этот шов. Или рыбий хвост, ну что-то такое. Это стежки эти ладевые, обыкновенные, вот это на виноградике. Ну, красиво выходит. И здесь мне останется вышить еще кое-что. Я уже не помню, что там было. Типа, вот у меня под носом эта схемка, где типа ягодки какие-то. Это Queen Stitch будет. Я такой Queen Stitch, я помню, делала в павлинах. Надо посмотреть, как он делается, бо я не помню уже. И закончить уже эту часть. И потом пойдет здесь немножко хардангера вот этот. Потом вот эта лента, это этим самым лонг стичем. И потом уже останется этот, собственно, вышивка крестом. И здесь в середине хардангер. И хочу я это все закончить за август, потому как может мне удастся отправить на отправление эти все мои хардангеры, которые там у меня и павлин лежит, и вот эта дорога домой от Эми Бишоп, короче говоря, все мои хардангеры. Я, кстати, в этой комнате сейчас вам все их покажу уже заодно. Так, вот это. Это будет, конечно, самый длинный, самый большой. Я сейчас на половине, так сказать. И это уже сантиметров 40 здесь уже. Так. Вот это у меня дорога домой, которая тоже, она не оформленная совсем. Красивая очень работа. Несложная, простая, она маленькая. Тут хардангер несложный совершенно. Бисера немножко. Ну, очень красивая, очень такая атмосферная осенняя работа. Напоминает мне место, в котором я живу. Очень красивая. Ну и как же без павлинов и павлины. Так, сейчас. Вот такие павлины. Ну, чисто все в стиле Эми Бишоп. Здесь у нас веночек, здесь у нас хардангер. Здесь всякие шовчики, здесь мережки. Это был сложный. Я вообще начала с него. Вместо того, чтобы там дорогу домой попроще сделать, я начала со сложного. Да, ну что нам? А кто нам запретит, да?
очень красивые. И вот я хочу красиво их оформить, эти все свои работы. Мережка здесь красивая, вот эти элементы очень интересные. И последнее, что я вам покажу, это мой бисерный проект от Reflet de Soie. Такая вот подушечка. И вот что я навышивала за последнее время. Последний раз я вам показывала, вот эта часть у меня была вышита, и вот я сделала вот эту часть. Решила я пойти таким вот по кругу, таким образом, потому что здесь, если делать, здесь каждый раз, вот здесь смотрите, каждый раз по одной бисеринке менять цвет. А если я иду вот так по кругу, вот я одним цветом практически все вышиваю. Ну, здесь, конечно, есть смена, но не так часто, как, допустим, если я в ряд. Не знаю, будет ли это выглядеть классно, но посмотрим. Вот такой очень красивый сюжет от Reflet de Soie, бисер этот ювелирный, мелкий, классный он. Ну вот, друзья, это все, что я сделала за последнее время. Лето, жара, вечно какие-то что-то, где-то идешь, то на озеро купаться, то какими-то делами заниматься, то в саду. Тут Олимпиада, открытие было. Мне очень понравилось. Мне кажется, на мой взгляд, это самое красивое открытие, которое я видела за свою жизнь. Конечно, немного затянуты там были некоторые моменты, но в основном и в целом мне очень-очень понравилось. Я в конце видео вставлю вам нарезочку там вот от фрагментиков, которые я прям не удержалась и сняла на память. Если интересно, посмотрите. Ну и все, пожалуй, что я хотела рассказать, показать вам в этом видео. Спасибо, что посмотрели, спасибо, что послушали. И пишите свои комментарии, отзывы, всякое такое. Буду рада пообщаться. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. До следующего видео.